Привет всем моим друзьям! Сегодня у нас 10 мая, и я высаживаю свои томаты. Наконец-то высаживаю в грунт. Наступило у нас теплое окно, нужно этим воспользоваться. В дальнейшем тоже будет похолодание, но уже томатам не так будет страшно. В течение, если недели будет тепло, то этого вполне хватит, чтобы томаты у нас адаптировались. Томаты я сажаю лежа, потому что у нас грунт очень холодный внизу. Получается, что томаты у нас на поверхности, почва хорошо прогревается, и корневая только от этого получает большой рост. Что я кладу в лунку? Ну, во-первых, это вот у меня здесь идет банановая шкурка. Одна банановая шкурка. Я ее не измельчила. Неудобно, конечно, мне измельчать. Ладно. Одной рукой неудобно делать это. Обязательно луковая шелуха. Обязательно растительная составляющая. Обязательно. Это все для запуска работы бактерий. Тут даже побольше возьму. Чем больше, тем лучше. Томатик чуть-чуть отодвину. Вот у меня здесь одуванчик. Вот можно горчичка. Вот здесь у меня немножко еще горчички. Горчичка здесь везде растет у меня. Так, что еще добавляю? Добавляю немножко конской подстилки перепревшей. Тоже для запуска всех жизненных процессов, работы микроорганизмов. Ну, тут немножко и азотика. Совсем чуть-чуть. Добавляю биогумус обязательно. Тоже здесь бактерий много, питательных веществ. Все это нужно, необходимо. Также добавляю опоку, горсточку. Это высококремнистая порода. И диатоминт. То же самое. Ну, может быть, то же самое, но на упаковках пишут, действие их немножко разное. Это кремний. Он очень нужен растениям. Еще добавляю немножко барафоски. Где-то столовую ложку барафоски. Все удобрение будет съедено бактериями и переведено в легко усвояемую форму для растений. Поэтому все хорошенько, тщательно перемешиваю. Бактерии все съедят и дадут питание томатам уже в легко усвояемой форме. Так, еще кладу рыбку. Тут у нас потасу. Тоже томаты от этого только приобретут хороший вкус и хороший будет рост томатов. Так, теперь я это все поливаю. Теплой водички обязательно. Мне даже, видите, не лунка, а траншейка получается. Такая тепленькая водичка очень. Также добавляю 2 таблеточки глиокладина. Если нет глиокладина, то можно сделать водичку с марганцовочкой. Но обязательно надо какой-то или триходерму добавить, или какой-то препарат, чтобы не было корневой гнили. Ну и укладываю томатик лежа. Наконец-то они дождались. Так, что-то у меня не получается одной рукой. Ну, не повредить бы корешок. Между томатами у меня 50 сантиметров. Можно немножко вот здесь углубить и вот эту массу вокруг корней. Питательная масса вокруг корешков разложить. Вот так вот.
Бананчик краешку. И все это я аккуратненько зарываю, выравниваю. Тут у меня земля была уже отработана горчицей. Горчичка была тоже перекопана. Тихонечко так аккуратненько подсыпаю под томатик. И в дальнейшем томатики я подвязываю. Сейчас не буду показывать уже, как я там подвязываю их. Ну вот у меня ранее, вчера были высажены томаты. Ночь переночевали они. Обязательно под томаты я укладываю укладываю пленку. Для чего это я делаю? Во-первых, для сохранения влаги. Видите, тут капельки. Влага сохраняется. Поливать лишний раз не надо. Плюс у меня растения не контактируют с землей. Листики можно не удалять. Нижние, те, что касаются земли, ничего страшного, они у меня лежат на пленке. И еще у нас получается, что земляная биота не дотрагивается листьев. То есть никакие вредители, никакие грибы не трогают мою рассаду. Ну и плюс, конечно же, идет прогрев почвы. Инфракрасный луч, он проходит через пленку, тем самым согревая почву. Если сейчас рукой даже потрогать, вот сейчас солнышка нет, но почва теплая. Плюс вот так вот, таким способом укрытые корни, они вечером не так быстро отдают тепло. То есть тепло это сохраняется за счет пленки. Что еще я делаю у томатиков в этот период? Вот беру ножницы. И на примере одного из томатиков покажу, что я делаю. Вот, если видно, здесь цветочная кисть. Первая цветочная кисть. И я ее обрезаю полностью. Обрезаю. Все. Томатик у меня будет наращивать сейчас корешок. А цветочки первые, по крайней мере, я просто удаляю. И видите, здесь махровый цветок есть. Он тем более не нужен. Сейчас мне нужно, чтобы у томатика наросла хорошая, мощная корневая система. Поэтому все первые цветочные кисти я удаляю. Но так делаю именно с индетерминантными. Детерминантных я томаты обрезку первых кистей не делаю, потому что они вершкуются быстро. И это таким образом я поступаю только с индентами. Они дадут еще и вторые, третьи кисти, и четвертые, и пятые. И ничего страшного не будет, если я сейчас удалю первые цветочные кисти. Томат от этого только выиграет. И будет большой урожай. Большой корень даст большой урожай. Поэтому все первые кисти я удаляю. Если не удалять первые цветочные кисти, то при высадке растение будет перенаправлено для того, чтобы как-то вот в таких условиях все-таки выкормить эти первые плоды. И они, как правило, будут мелкими в нашем регионе. По крайней мере, у нас нет тепла еще такого. Грунт еще не совсем прогрелся. Вот, поэтому первые плоды обязательно желательно нормировать или вообще, как делаю это я, удалять. Можно, конечно, удалять не все плоды. Можно удалить только там с одной цветочной кисти, удалить там, например,
3 плода оставить 3-4 плода. Ну, тогда развитие корневой системы не такое будет мощное. Поэтому это так я делаю, так поступаю со всеми томатами. Я вам всем желаю хороших, теплых дней, крепкой, хорошей рассады. И смотрите дальше видео. Буду рассказывать, показывать. Всего вам хорошего. Пока.